Всем привет на моем канале. Сегодня будет видео со скальпированием i7-4790K. Это у нас Haswell, 4-е поколение. Вот так вот выглядит процессор. Я еще сюда на экран выведу фотографию крупным планом, как он выглядит с обеих сторон до скальпирования. Ну, если вдруг кому-то нужно будет вспомнить, как располагалась теплораспределительная крышка. А запомнить, в принципе, очень легко. Берем в левую руку направляющие, тот, что на уголку, и получается надписи ровно, ну, как обычно, для чтения. Также я приложу фотографию с снятой крышкой, чтобы могли понять, в каком месте здесь располагаются твердотельные конденсаторы и с какой стороны лучше прилагать усилия для сдвига крышки. Так, также нам для скальпирования понадобится скальпатор, приобретенный на AliExpress. Ссылку на него я также выведу куда-то сюда. Ну или прикреплю вот здесь список того, что может понадобиться для скальпирования. Также я буду использовать вот такую вещь для монтажа теплораспределительной крышки на сам процессор. Ну, для сборки, чтобы не задействовать сокет материнской платы. Ну, так будет ровнее. Также нам понадобится цапон лак или какой-нибудь другой лак для изоляции конденсаторов на подложке процессора. Зубочистки, жидкий металл, без него никуда. Ну и может еще какие-то мелочи я вспомню, я добавлю. А еще буду использовать пасту Гои для более качественной шлифовки крышки теплораспределителя изнутри. Также понадобится спирт, если с комплектом жидкого металла спиртовая салфетка уже высохла. В общем, чистый спирт понадобится нам для обезжиривания кристалла и краев после герметика. Так, в принципе, основные элементы, которые нам понадобятся при скальпировании, я назвал. Список с примерными ценами я выведу куда-то сюда на экран. Ну что, будем начинать. Так, первым делом берем скальпатор, снимаем толкатель, берем процессор, вот так вот, как он лежит, так и берем. Вот этим левым углом с меткой ставим его в край скальпатора и кладем. В принципе, можете не бояться, конденсаторы краев не касаются, он еще свободно ходит. Все, процессор в скальпаторе, ставим толкатель и закручиваем винт до упора от руки. Все, от руки закрутили. Все плотненько, все хорошо. И берем шестигранный ключ и начинаем крутить. Сдвигать крышку. Сдвигать лучше потихоньку, не спеша. Крышка идет достаточно туго. Но я не спешу, буду понемногу поджимать.
принципе, если не сильно нажать, ну, подкрутить немного и подождать. Если присмотреться, там видно даже, как крышка немного сдвигается с герметика. Если вы никогда не скальпировали, можете потихоньку нажимать. Лучше делать больше перерывы. Ничего от этого не случится, наоборот, будет даже лучше в вашем случае, скорее всего. Что, все? Вот так, крышка отстала. Снимаем толкатель. Если крышка сразу не отстает, ложим процессор другой стороной и прижимаем. Ну, в общем, можно со всех 4 сторон немного поприжимать, чтобы герметик лучше отстал. Переворачиваем и получаем скальпированный процессор. То есть мы сняли теплораспределительную крышку. Кристалл целый, все в порядке, ничего не повредилось. Вот так вот выглядит сблизка. Я еще добавлю. Так вот выглядит крышка. Я еще добавлю фотографии. Фотографии на экран со скальпированными процессорами. Может, кому-то будет полезным. Теперь приступаем к очистке термопасты и герметика. Перед очисткой теплораспределительной крышки от герметика и термопасты можно отметить на теплораспределительной крышке иголкой область, в которой крышка контактирует именно с самим кристаллом, чтобы пятно жидкого металла на крышке было практически точно таким же, как и пятно самого кристалла. Это связано с тем, что по опыту более опытных скальпаторов, если пятно будет очень большим, может случиться такое, что жидкий металл может немного вытечь. И в верхней части, ну если процессор стоит вертикально, в верхней части между крышкой и кристаллом может образоваться небольшой воздушный зазор. Как следствие, температура может вырасти. Для этого, чтобы максимально точно нанести жидкий металл по площади кристалла, берем иголочку и только не точно там, где заканчивается кристалл, а немного дальше, буквально в миллиметре от угла, ставим небольшие царапинки. То есть параллельно. При очистке они должны остаться. Будут небольшие ориентиры. Так, с той стороны я уже нанес. Сейчас я нанесу. Это примерно. Идеально, естественно, у нас не получится. Так, я сейчас
постараюсь показать, если будет видно. Наверное, не видно. В общем, если вот здесь угол, отступаем миллиметр, ставим здесь черточку и здесь. И точно так же с каждого угла отступаем от угла вверх и вниз где-то по миллиметру 2 и ставим черточку вдоль и в поперек. И здесь также вдоль и в поперек. Ну, в принципе, приготовление закончено. Теперь можно смело очищать поверхности от герметика и остатков старой термопасты. Да, по очистке самой подложки и кристалла лучше использовать зубочистки, либо пластиковую карту. Но ни в коем случае не металл, чтобы не повредить покрытие подложки. Или еще чего хуже, можно повредить дорожки. Повредите дорожки, это автоматически, ну не автоматически, но скорее всего может вывести процессор из строя. Что, приступаем к очистке. Для начала можно потренироваться на крышке, а потом приступить к очистке самого текстолита. Крышка достаточно хорошо очищается банковской картой. Да, забыл. Также для очистки крышки можно использовать губку, которая идет в комплекте с жидким металлом. Крышка практически очищена. Для более качественной зачистки углов можно на пластиковой карте срезать уголок, чтобы он был острым. И тогда мы практически идеально можем вычистить вот этот уголок. Даже закругление. Так, крышка
полностью очищен от герметика и старой термопасты, можно приступать к очистке самой подложки. Берем все ту же карту и начинаем снимать герметик по кругу. Для более тонкой очистки все же лучше использовать зубочистки. Она деревянная и 100% не повредит текстолит и не оставит следов практически. Подложка с процессором очищены. Я еще приложу фото крупным планом, как выглядит процессор без крышки. Ну и теплораспределительная крышка крупным планом. Так, теплораспределительную крышку для лучшей очистки я немного полирну пастой Гои. Для этого берем тряпочку и наносим пасту Гои. Вот такого вот зеленого цвета. Чем-то напоминает пластилин, только тверже. Чтобы нанести на тряпку, просто берем, прижимаем и натираем. Так. После нанесения пасты на определенный участок тряпки, ну и ткани, берем пальцем и натираем нужный участок на крышке. Не забываем почаще перехватывать на места, которые еще не вытерлись. Таким образом мы сотрем практически все остатки термопасты.
все остатки термопасты и другие примеси или загрязнения, которые могли быть на поверхности. Так, все. Шлифовка практически закончилась. Осталось протереть начисто. Стереть все остатки пасты. Так, поверхность очищена и стала практически зеркальной. Как видите, практически зеркало. Вот, даже ноготь отражается. Ну или ноготь, палец. Кто хочет, может еще потереть. Ну, как по мне, этого достаточно. Так, лак нанесен. Ждем, пока высохнет. И продолжим сборку процессора, так сказать. Вот эти контакты можно не герметизировать, они все равно будут под герметиком теплораспределительной крышки. Поэтому изолируем только вот эти SMD компоненты, что возле кристалла. Все. Оставляем процессор на несколько часов, чтобы лак высох. Пока он сохнет, в принципе, можно подготовить уже данное приспособление для монтажа теплораспределительной крышки. Монтажа, приклеивания. Так. Здесь есть ключи. Снимаем крышку. Берем процессор. Переворачиваем по ключам. Ставим. И накрываем. Чтобы процессор с подложкой никуда не сместились, прикручиваем винтами. Все. Сильно зажимать нет необходимости. Так что все готово. К приклеиванию крышки. Ждем, когда высохнет лак. Время высыхания цапон лака я укажу вот где-то здесь. Ну или на общем плане. Для вас прошло буквально несколько секунд. У меня прошло около суток. Так, цапон лак высох. Я его наносил раз, потом подождал примерно 3 часа. Лак
подсох, и я нанес еще второй слой, то есть 2 слоя лака. В принципе, можете делать один, можете делать 2, как хотите. Меня время не поджимает, поэтому я делал 2. Между первым и вторым я сделал промежуток 3 часа. Ну и для полного высыхания я оставил его где-то на сутки. Ну, на ночь и день. Так вот выглядит подложка с нанесенным лаком. Я еще куда-то сюда выведу картинки. Так, все готово. Можно собирать процессор, наносить жидкий металл, приклеивать теплораспределительную крышку, ждать, пока подсохнет герметик, ну и использовать. Так, берем вот это устройство для удобства монтажа теплораспределительной крышки, берем кристалл с подложкой, ну, сам процессор, и кладем в гнездо. Здесь есть ключи, как и ключи на подложке. Кладем по ключам, накрываем прижимной крышкой, чтобы никуда не съехал и случайно ничего не повредить. Зажимаем винтами. Все. Так вот оно выглядит, никуда не денется. Берем спирт и обезжириваем кристалл и теплораспределительную крышку. Как я уже говорил, я использую обычный чистый этиловый спирт. И берем салфетку, намоченную спиртом, и протираем кристалл. То есть не протираем, а обезжириваем перед нанесением жидкого металла, чтобы была лучшая смачиваемость и лучше нанести жидкий металл на поверхность кристалла. Также, когда протираем, стараемся всю пыль стереть из кристалла, чтобы на кристалле не было никаких посторонних вещей. Все, кристалл откладываем, зачищаем теплораспределительную крышку, точнее обезжириваем. Можно даже полностью. Герметик лучше пристанет. Кристалл очищен, крышка очищена. Берем, наносим жидкий металл на поверхность кристалла. Для этого нам нужен сам жидкий металл. Ну и палочка для нанесения. Кстати, жидкий металл на палочке остался еще с прошлого года, как я наносил жидкий металл на 3770, и он в принципе остался жидким. Так, нам достаточно небольшой капли.
наверное, хватит. Жидкий металл наносится вообще идеально. Так, жидкий металл нанесен на поверхность кристалла. Откладываем и наносим теперь жидкий металл на крышку процессора. Чтобы равномерно нанести, перед тем, как снять старую термопасту, я делал отметки. Их, может быть, не видно. Я попробую сделать фото, вставить, вот видите, внизу и вверху. Ну и тут может быть видно. Но если не увидите, то если будете делать сами, то вы точно увидите. Так, на всякий случай можно еще раз обезжирить. Вот так, все обезжирили, чтобы наверняка. Берем скотч. Ну, я беру обычный скотч, прозрачный. Если у вас есть малярный, можете использовать малярный скотч. Так, берем скотч и приклеиваем по меткам, что мы оставили. Так, все. Если видно, то здесь все готово. Берем капельку жидкого металла. Берем ватную палочку и начинаем растирать. Вот так поверхность хорошо очищена. Жидкий металл наносится быстро и легко.
Так, жидкий металл нанесен на крышку. Теперь можно снимать скотч. Все. Жидкий металл нанесен идеально ровно и как раз там, где нужно. Именно там, где будет кристалл. Так. Жидкий металл можно закрывать. Берем высокотемпературный герметик. И наносим на теплораспределительную крышку. Так, если перевернуть, то вот так вот она у нас будет устанавливаться. Чтобы нанести герметик, берем зубочистку и совсем маленькую капельку начинаем растирать по кругу. Много герметика не накладывайте, в этом нет смысла. Ну, а если положите немного больше, он просто вылезет из-под крышки и все. Так, при нанесении сверху не забываем оставить небольшой зазор для уравнивания давления под крышкой и снаружи. Так сказать, отверстие для небольшой вентиляции внутри процессора. Так, и зазор лучше делать сверху. То есть, как у вас надписи идут, вот это вверх. Сверху лучше делать. Так, берем теперь
процессор с подложкой. Смотрим, где ключи. Ключи сверху. Можно повернуть так для удобства. Надпись тоже сверху, ну, как положено. Заводим аккуратно крышку в гнездо и опускаем. Так, крышка на месте. За счет рамки она становится практически идеально на свое место. Так, герметик закроем. Берем. Так, берем бумажку обычную, кладем сверху. Я расскажу для чего. Берем прижимную скобу. Так, ключиком можно подтянуть все винты. Подтягиваем без фанатизма. Так, ставим скобу. Прижимная скоба, которой мы будем прижимать теплораспределительную крышку к процессору. Так, закручиваем винты. Сильно затягивать нет смысла. Ну, просто прижать, чтобы от руки плотненько было. Все, теперь зажимаем центральным винтом. Так, бумажка. Объясняю, зачем бумажка. Бумажку мы ложим, чтобы во время касания винта к крышке вот здесь и в момент его затяжки на теплораспределительной крышке, чтобы не было следов от винта. Хоть он и пластмассовый, но все равно небольшие потертости оставляет. Так, сильно закручивать не надо. От руки прижимаем, чтобы было плотно. Смотрим по краям. Видим, герметик вылез. Здесь еще больше вылез. Ну, пускай герметик немного схватится. И мы тогда сможем его почистить. Так. Все в порядке. Все. Этот этап закончен. Теперь оставляем процессор, чтобы высох герметик. Это примерно, ну, зависит от герметика. Я, скорее всего, оставлю его на сутки. Ну, то есть не на сутки, на вечер, и завтра днем я его разберу и доснимаю видос, так сказать. Посмотрим результат. Поставим в сокет, включим. Ну, в общем, так вот. Так, ждем, пока высохнет герметик. Для вас это будет несколько секунд. А для меня, как я уже сказал, оставлю на ночь, ну, практически сутки. Все. Ждем высыхания герметика. The next day. Для вас прошло несколько секунд, а у меня прошло несколько дней после приклеивания теплораспределительной крышки к поверхности процессора, то есть сборки процессора после скальпирования. Так вот
выглядит это устройство для зажима. Бумажка подложена, чтобы на крышке не было следов от пластмасски. Да, и они небольшие, но остаются, поэтому лучше что-то подкладывать. Так вот все выглядит, все аккуратно. Убираем подкладку, видим, все приклеилось, все нормально. Теперь нужно все разобрать, посмотреть, как там у нас дела. Для этого крутим шестигранники. Так вот, прижимная скоба снята. Теперь откручиваем прижимную пластинку. В общем, такой вот результат скальпирования. Так, герметик подсох, все нормально. Да, единственное, что осталось за кадром, это герметик тот, что вылез снаружи. Его было больше, чем нужно. Я его в моменте, когда он немного застыл, но еще не полностью, я герметик снимал. Снимал вот эту прижимную пластинку или рамку. Снимал и по кругу проходил бумажкой, тряпочкой, ну, что было под рукой, чтобы снять вот этот вот лишний герметик, чтобы было так вот красиво и аккуратно. В общем, так вот. Такой вот результат скальпирования. Ну, это только визуально. Сейчас я соберу стенд тестовый. И мы проверим, как прошло скальпирование. Удачно или нет. A few minutes later. Стенд собран. Ну, практически собран. Вот наш подопытный. Так, чтобы видно было. Так вот, наверное. Вот он, 4790 кей. Так, сейчас я его пока отложил. Тут у нас стоит затычка. Celeron G1820, по-моему. А ну-ка, смотрите. В общем, вот такой вот у нас процессор, как затычка стоит для проверки. Ну и чтобы ножки не погнуть в сокете. Так. Радиатор временный, чтобы запустить. Так, включаем. Традиционно отверткой нужно запустить, иначе ничего не получится. Так,
это мы запустили. И ждем. Это я для проверки, чтобы никто не сказал, что плата не рабочая или что-то не работает. Тут, как видите, все работает. Процессор Celeron G1820. Все хорошо. Так. Все. Выключаем. И ставим нашего подопытного. Celeron идет отдыхать. Приходит на его место 4790 кей. Закрываем крышку. Все. Процессор в сокете. Это будет первый запуск процессора после скальпирования. И это честно, вот это первый запуск. Я за кадром не запускал. То есть я еще понятия не имею, как прошло скальпирование процессора в целом. В общем, я, скорее всего, по доброй традиции на самом интересном месте закончу это видео. Но пока еще неизвестно. Ну, это я уже на монтаже буду знать, какое прошло скальпирование. Но пока еще неизвестно. И для большего интереса и драматизма, ну или просто интереса, запускаем первый старт процессора после скальпирования. Да-да, да, я нагнетаю обстановку. Итак, запустили. Кулер завращался. Смотрим на экран. И что мы видим? И на экране мы ничего не видим. Неужели все так плохо? Всем спасибо за внимание. Буду благодарен за лайки, подписки на мой канал. Всем до скорых встреч. Всем всегда рад на моем канале. Всем пока.